Всем привет! Недавно бывший топ-менеджер отечественного АвтоВАЗа Бо Андерсон в интервью шведскому изданию сделал интересное заявление. Напомним, что сейчас мужчина управляет предприятием УЗ Авто Моторс, которое располагается в Узбекистане. В частности, он сказал, что ему удалось разгромить Волжский автозавод. Это связано с тем, что по итогам прошлого года узбекское объединение смогло выпустить и реализовать на 40% машин больше, чем тольяттинский бренд. Если говорить о конкретных цифрах, то в прошлом году предприятие из Узбекистана собрало и продало 335 тысяч машин. Показатель АвтоВАЗа 200 тысяч экземпляров. Столь низкие показатели, естественно, обусловлены введенными против нашей страны санкционными ограничениями, в результате чего были прекращены все контакты, включая покупки и продажи. При этом Бо Андерсон заявил о том, что хочет вести дела не только с США и странами Европейского Союза, но и с Россией. Однако сейчас это сделать невозможно, так как УЗ Авто очень сильно зависит от материнской компании General Motors. Сам АвтоВАЗ в ответ на данное заявление пожелал господину Андерсону всего самого наилучшего. Напомним, что шведский топ-менеджер с 2009 по 2013 годы являлся руководителем группы ГАЗ. В январе 2014 года он перешел в АвтоВАЗ. При непосредственном руководстве Андерсона на конвейер предприятия встали такие модели, как X-Ray и Vesta. Кроме того, были повышены стандарты качества и снижено число работников на 37%. Не обошлось и без скандалов. Так, шведского топ-менеджера обвиняли в ликвидации целого ряда подразделений компании в интересах Renault и Nissan, а также перераспределении контрактов в пользу зарубежных подрядчиков. Со своего поста мужчина ушел в 2016 году. Руководителем узбекской площадки господин Андерсон стал в 2021 году. А вы знали, что на Автоспот можно не только найти лучшее предложение по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов? Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, как у официальных дилеров, так и в независимых проверенных автосервисах, то вам на автоспот.ру. Ссылку на секретные акции, скидки и спецпредложения я оставил в описании, пользуйтесь. Там же вы найдете лучшие предложения на новые авто. Что касается самого АвтоВАЗа, то российская компания сейчас занимается восстановлением производства сразу на нескольких площадках. Помимо Ижевского и Тольяттинского объединений, под управлением бренда перешел автозавод в Ленинградской области, который ранее принадлежал японскому Nissan. На последнем предприятии будут выпускать китайские модели, но с шильдиками отечественной марки. Первым с конвейера сойдет кроссовер FAW Bestune T77 с логотипом Lada на кузове. Кроме того, компания пытается поддерживать выпуск и актуального модельного ряда. В частности, на уходящей неделе стало известно о старте производства внедорожника Lada Niva Travel с символикой континентальной хоккейной лиги. При этом не все автомобили компании обзаводятся дополнительным оборудованием и аксессуарами. Некоторые машины из-за сложности с поставками комплектующих лишаются некоторых сервисов. В частности, это касается Lada Granta. Производителю пришлось пересмотреть комплектации автомобиля. Как стало известно несколько дней назад, Granta больше не оснащается центральным замком. Эта опция вернется в машину не ранее середины лета. Кроме того, из-за отсутствия парктроника производителю пришлось снять с конвейера лифтбэк в модификации Club и универсал в версии Quest. Выпуск указанных версий был остановлен 2 месяца назад. В том же месяце автомобиль перестали комплектовать электрическим усилителем рулевого управления. Бо Андерсон молодец, много хорошего сделал для АвтоВАЗа. Что после Весты и Гранты сделали? Ничего, даже их сейчас не могут сделать. А вот и Китай на подходе под видом Лады. АвтоВАЗ перешел на зарубежных поставщиков, потому что наши по той же цене давали минимум качества. Большинство комплектующих вообще не проходили контроль качества, который он вел на АвтоВАЗе. Остановил откаты коррупцию. Спасибо, Бу, и удачи. А как считаете вы, при Бо Андерсоне АвтоВАЗу стало лучше или хуже? Пишите в комментариях.